Ну что, сняли стресс гранатовым чаем. Напоминаю за наш плейлист горячих напитков. Ссылка будет также в описании. Но сегодня горячий шоколад. Горячий, обволакивающий, как плед, которого нет. Так что будем греться шоколадом. Кстати, в горячем шоколаде шоколада нет. Угу. Лайфхак. Поехали. В миску или в ковшик, желательно с толстым дном, насыпаем 2 столовые ложки какао с большой горкой. Щепотку соли туда, небольшую. Где-то четверть чайной ложки молотой корицы. Ну так, на глаз. Корицей не испортите. Все это хорошенько перемешиваем. Затем добавляем четверть стакана холодной воды, фильтрованной, разумеется. И 1 столовую ложку меда с горкой. Если боитесь меда, добавьте сахар, либо какой-нибудь сироп. Но мы вполне обходимся медом. Отправляем кастрюлю на плиту, зажжем под ней огонь, выше среднего, пожалуйста. Доведем до кипения, конечно, постоянно помешивая, и при небольшом кипении провариваем 2 минутки. Затем постепенно, перемешивая, вливаем пол-литра молока, коровьего, растительного, грибного. Пока мешаете, уточню. В данном рецепте можете брать и домашнее овсяное молоко. Рецепт тут или по ссылке в описании. Конечно, вы помните, да, что поскольку оно без стабилизаторов и разных добавок, оно загуснет при нагревании. Но это нам и нужно. Получится настоящий горячий шоколад. Густой, обволакивающий, все как надо. Хорошенько прогреваем, но до кипения не доводим, иначе убьете текстуру. Предупреждаю, чтобы потом не жаловались. А текстура будет вот такая. Густенькая, тянущаяся. Настоящий горячий шоколад. При этом без грамма шоколада. Напомнила мне, значит, в 85-м водила меня мама в ДК, Дом культуры Росток. Кто не знает, было такое заведение. Там была выставка швейных машинок. Машинку купили, но так ничего и не шили. Но не суть. В общем, там разливали именно такой горячий шоколад. Прошло 35 лет, вкус помню до сих пор. И вам советую. Сделаю еще чашку. Увидимся.